Привет, друзья! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне в гости. В этом видео мы с вами приготовим вот такой полезный крем-суп из фиолетовой капусты. Суп, приготовленный по этому рецепту, имеет оригинальный фиолетовый цвет, который не свойственный ни для каких других первых блюд. И приготовим мы его немного на итальянский лад. И еще я покажу вам, как можно добиться двух разных оттенков фиолетового цвета, чтобы блюдо получилось еще красивее. Так что пойдемте готовить его вместе. И для начала нам понадобится лук и сельдерей. Сначала нарезаю лук. Не обязательно нарезать его слишком мелко, все равно в конце мы перебьем все погружным блендером. И теперь нарезаю сельдерей. И еще нам понадобится картофель, также нарезаю его средними кусочками. Все ингредиенты я оставлю в описании под видео, и еще оставлю вам ссылочки на крем-суп из тыквы и кабачков, так что кому интересно, заглядывайте. А теперь в кастрюлю наливаю немного растительного масла и отправляю туда лук и сельдерей. И слегка обжариваю. Пока лук и сельдерей обжаривается, мы нарежем капусту. Беру качан вот такой красивой фиолетовой капусты, разрезаю пополам и еще раз пополам и удаляю внутреннюю часть. И не забываем время от времени перемешивать лук и сельдерей. И нарезаем всю капусту соломкой. Ну, конечно же, такой же крем-суп вы можете приготовить из белокочанной капусты. Тоже будет очень вкусно. Но в каждом овоще есть свои витамины, поэтому лучше есть разные виды овощей. Нарезали всю капусту соломкой. Посмотрите, какой красивый цвет. Лук и сельдерей обжарились, добавляем картофель. И сразу же добавляем и капусту. Немного перемешиваю. И заливаю водой. Сразу не наливаю много воды, лучше потом долить, если нужно, чтобы не получился слишком жидкий суп. Добавляю соли. Несколько ложечек овощной приправы. Добавляйте все на ваш вкус. Еще добавлю вот такой микс разных перцев. Если любите пикантную пищу, добавьте еще красного молотого перца. Накрываем крышкой и пусть варится до мягкости капусты. И пока супчик варится, я нарезала мелким кубиком хлеб и запекла его в духовке. Очень вкусно дополнять этот супчик такими сухариками при подаче. И еще натру кусочек сыра пекорино. Вы можете попробовать и с сыром пармезан, но с сыром пекорино мне кажется намного вкуснее. И натираю его на самой мелкой терке. Тем временем наш супчик сварился. Выключаем и перебьем его погружным блендером. Я не добавляю, но вы, если хотите, на этом этапе можете добавить и сливки. Смотрите, какого цвета и какой консистенции он получился. А теперь часть супа наливаю в другую посуду. Поиграемся с вами с оттенками цвета. И теперь, чтобы придать другой оттенок, нам нужен лимонный сок.
Посмотрите, чтобы вам было понятно, как меняется цвет. Теперь хорошенько перемешаем до однородного цвета. И вот такой цвет у нас был, и вот такой получился. Прикольно, правда? И подаем. При подаче используем разные оттенки фиолетового цвета, так блюдо выглядит еще красивее. Благодаря фиолетовой капусте супчик получается не только оригинальным, но также вкусным и полезным. А еще можете добавить тыквенных семечек, так будет и красивее, и вкуснее. И уже подача получается ярче и оригинальнее. И еще мы с вами добавим сыра пекорино, и получится еще вкуснее. Ну и в самом конце я вам советую дополнить супчик хрустящими румяными сухариками, чтобы они не успели размокнуть. В общем, подавайте, как больше нравится вам, и в комментариях пишите ваши отзывы. И если вам понравилось готовить вместе со мной, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Буду рада новым гостям. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи!